Приветствую! Это шоу Красного Циника. Мы ищем чушь и ахинею там, где они есть, и там, где, по общему мнению, их быть не может. Ух ты, Мартин! Тема того, к чему идет человечество, давно и прочно обосновалась в научной, околонаучной и совсем уж бредовой фантастике. Авторами представлено сотни идей и гипотез. Тысячи фильмов и книг пытаются предсказать будущее и заставить людей сделать нужные выводы уже сегодня, дабы предупредить, а значит и избежать проблем, которые могут ожидать нашу цивилизацию завтра. Этому вопросу посвящен и фильм Кристофера Нолана «Интерстеллар». Тепло встреченный и широко расхваленный, он называется некоторыми чуть ли не вехой в научной фантастике, да и вообще последней надеждой на возрождение данного жанра в кино. Разберемся же, какое будущее увидел режиссер, и узнаем, что из себя представляет это якобы лучшая sci-fi ever. Итак, кинокартина 2014 года «Интерстеллар». Сразу небольшая ремарка. Фильм обильно насыщен такими понятиями, как теория гравитации, черная дыра, горизонт событий и т.д. и т.п. Однако, если кто-то думает, что мы тут же бросимся искать и изобличать в этом всем недостатки, то должен вас разочаровать. «Интерстеллар» является чуть ли не детищем известного физика и астронома Кипа Торна, а сами вышеизложенные понятия относятся к до сих пор развивающимся областям науки. Да-да, речь идет о том самом конфликте общей теории относительности и квантовой механики, струнах, суперструнах и остальных М-теориях, то есть областях, где окончательной ясности нет, зато полно гипотез, из-за которых ученые бьют друг другу морду уже не первое десятилетие. А раз так, то фантаст может выбирать себе теорию по вкусу и интерпретировать ее в любом неопровергнутом наукой ключе. Чего там говорить, если уж «Интерстеллар» не вызвал вопросов у самого Стивена Хокинга, то кто он, а кто мы? Но означает ли это, что картина Нолана является эталоном идеальной научной фантастики? Чёрта с два! Фильм начинается, а к чему воду вступит олочь? Первые полчаса практически ни о чем. Нет, нам показывают житие американских колхозников и воспоминания каких-то пенсионеров. Но о том, что же в этом мире все-таки произошло, мы можем только догадываться по отрывочным и крайне сумбурным отрывкам информации. И даже если сложить их вместе, все равно останутся десятки вопросов по мироукладу. Вот в этом доме живет с семьей бывший пилот Купер. У него сын, мечтающий всю жизнь выращивать кукурузу, истеричная дочь с задатками ученой, тесть, знакомый нам в основном по ролям уродов, ну и несколько полей с кукурузой, которая вот-вот зачахнет. От чего? Ну, судя по песчаным бурям и постоянным неурожаям, вкупе с неким вирусом, грабящим пищевые растения, человечество наконец выполнило план максимум и успешно загнало в гроб мать природу, а теперь вот сидит возле разбитого корыта. Если так, то тогда зачем странные люди, влезающие время от времени в кадр, ноют о том, что Земля на них ополчилась? Никто не ожидал, что Земля ополчится против нас, чтобы уничтожить. Даже сейчас только слепой или глухой не в курсе массовых вырубок лесов, эрозии почв, таяния ледников, загрязнения окружающей среды и прочих неприятностей. А тут вдруг такие заявления. Но человек вроде бы венец творения и умеет не только заваливать себя тоннами говн, но и успешно их разгребать. Ну и как же он это делает в фильме? Да вот так! Это старый учебник, мы теперь учимся по исправленной версии. В ней говорится, что полеты Аполлонов были имитацией, чтобы разорить Советский Союз. Зачем? Прямо сейчас у нас нет нужды в инженерах. Один из тех бесполезных аппаратов, что раньше делали, назывался МРТ. И если бы хоть один из них остался, врачи бы смогли обнаружить кисту в мозгу моей жены до того, как она умерла. Да-да, мудрое человечество борется со своими невзгодами, на корню изничтожая то, что и может его спасти. То есть науку. Действительно, зачем тратить ресурсы на изобретение антивируса, вирусустойчивых культур, средств защиты от заражения и новых источников питания? Зачем заниматься ирригацией, озеленением, проектировать сложные инженерные сооружения и другими способами бороться с засухой и пылевыми бурями? Зачем? Что значит, с чего я взял, что они все это не делают? Вдумайтесь! Телевизоров и самолетов у нас достаточно. Один из тех бесполезных аппаратов, что раньше делали, назывался МРТ.
Наука ведь одними только машинами с телевизорами и занимается, поэтому геть ее, а всех ученых в колхоз. Чума с засухой, так сами пройдут, ну, когда-нибудь, стопудово. А сейчас главное полей побольше засеять, есть же нечего, заявляет холеный негр, явно не голодавший ни дня в жизни. Кстати, это общая тенденция. Все дружно говорят о голоде, но абсолютно у каждого сытая рожа. Приквел голодных игр, что ли? Ты меня понимаешь? Ну так если такие напряги с едой, тогда может быть и учителя ни к чему? Раздайте всем по лопате и тоже в колхоз, ни хрен в школе дурака валять. В этом сферичном мирке только попов-фанатиков и святой инквизиции не хватает. Странно, что никто не догадался, какой-нибудь индустриальный феодализм на язык так и напрашивается. Но, видимо, истинным носителям демократических принципов просто невдомек, что в условиях тотального трындеца в первую очередь рухнет такое уютненькое общественное устройство. Кстати, об нем. Кто стоит у власти, бунтуют ли люди и как с этим справляется правительство, тайно покрытое мраком. Ничуть не более ясно, какие методы выживания актуальны в этом сезоне. Крыса. Из крысы. Твои новые друзья. Людоеды. Как злобная природа отжигает в других климатических зонах, как остальные страны ей противостоят, а если успешно, то почему в них до сих пор не обнаружена нефть, пара-тройка тиранов и отсутствие демократии? Хотя какие страны, непонятно даже есть ли здесь города. Все, что нам покажут, это 1,5 локации вокруг огорода, за которыми пустота. Ну ладно, потом еще разок упомянут, что неких голодных людей хотели закидать ядерными бомбами. Но на этом точно все. Такой вот проработанный мир, о котором ясно только то, что ничего не ясно. А в то, что ясно, ни хрена не веришь. Летающая тарелка, а в ней Элвис вместе с Йети. Герои представляют собой изоляционистов, как они есть. Не бойтесь звуков тех, о ком мы не говорим. Телевизора нет, радио нет, из развлечений только бейсбол, езда по кукурузным полям да ловля бесхозных беспилотников, до которых никому, кроме загибающихся реднеков, дела нет. Это, кстати, еще один вклад в общую копилку достоверности. Государство так радеет о тех, кто его кормит, что люди не от хорошей жизни готовы пристроить беспилотный аппарат на ферму, то ли коров доить, то ли кукурузные грядки рыхлеть. Ой, как нужны фермеры стране, да! Короче, жизнь идет привычным чередом, пока дочь Купера Мёрф вдруг не решает, что с ней, путем бросания книг с полки, разговаривает призрак. Добрый папа до последнего момента считал, что дочурка выдумывает всякую ерунду от дефицита внимания, пока в один прекрасный день песок на полу ее комнаты не лег бинарным кодом. Это вы пыль и грязные потеки вытираете не глядя, а Купер вот посмотрел и... Координаты. Правда? Вот так в двоичном виде выглядят координаты Москвы, а значит то, что на полу в лучшем случае 1/10 часть настоящих координат. Но Куперу это ничуть не мешает, руководствуясь всего несколькими пыльными дорожками, вывести полные координаты и тут же отчалить в эту точку. Какое совпадение, что она недалеко. Мёрф увязывается за папашей, и уже к ночи оба оказываются в секретной лаборатории. Нет, не ЦРУ, а НАСА. Что там? А там последняя надежда на спасение человечества. И, судя по всему, единственный оплот мировой науки. Да-да, даже чуму изучает не абы кто, а Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США. В соседнем павильоне, видимо, трансплантологией занимаются. Причем тут НАСА? Ну, походу, на спасение планеты решено забить болт. Мы с тобой не дышим азотом, а патоген дышит. По мере его распространения кислорода в воздухе будет все меньше и меньше. И теперь, значит, прогрессивные умы человечества лелеют планы покинуть Землю и обустроиться на новом месте. Новое начало всего. Куперу тут же предлагают стать пилотом новой экспедиции. Ты был нашим лучшим пилотом. Спросите, как они хотели лететь до того, как он приехал? Эта команда летала только на симуляторе. Час назад вы даже не знали, что я жив. Супер! Мир явно не в каменном веке. Есть компьютеры, причем, даже на комбайнах. Купер не скрывается, говорит, что платит налоги, а значит и документооборот явно в ходу. Так, елки, найдите кадра. Но нет, пускай лучший пилот прозябает на ферме, а мы вместо этого будем учить нубов полетам на симуляторе. Сам приехал.
Ну, молоток. Теперь от тебя зависит спасение всего человечества. Итак, НАСА вводит Купера в курс событий. Оказывается, что возле Сатурна нарисовалась кротовая нора. Канал в другую галактику с несколькими планетами, потенциально пригодными для житья. Ну и самое интересное, червоточину открыли некие они, желающие помочь людям спастись, и поэтому разместившие нору на расстоянии 2 лет путешествия от Земли. Сквозь этот проход уже отправили 12 мегагероев, и, разумеется, только американцев. То ли других стран эта беда вообще не касается, то ли тупорылые русские, индусы и китайцы деградировали до состояния обезьян, то ли прочие государства вообще прекратили существовать. Непонятно. Спасибо продуманной вводной мира. Дальше есть 2 плана. План номер 1 – покорить гравитацию и посредством гигантской космической станции переправлять людей в прекрасное далекое. Само собой, супер-мега-корабль, построенный из самых подходящих для космических перелетов материалов. Одни железобетонные колонны чего стоят. Ну а план номер 2 – вывести инкубаторы с оплодотворенными яйцеклетками в те самые потенциальные колонии и хоть таким образом спасти человечество. Купер понимает, что шансы на успех невелики, но подписывается на задание. Дочь, понятно, в слезы. Папа урод, улетает ради непонятно чего и все такое. А еще она расшифровала закономерность выпадания книг и так гласит «стой». Купера это нисколько не напрягает, хотя такое мы уже видели. Джори, отведи ее в комнату. Идемте, миледи. Вы слышали отца? Короче, Мёрф козлится до последнего, и Куперу приходится отчаливать, так толком и не попрощавшись. Ну и спустя всего пару минут отряд спасателей человечества уже пристыковывается к космической станции. Путь до Сатурна предстоит не близкий, и чтобы астронавты не скучали, их погружают в анабиоз. Вас тоже смущает кафельная плитка а-ля общественный туалет? Да уж, не хватает только деревянного сруба и земляных траншей. Ну ладно, можете считать, что это такой супер-пупер материал будущего, просто оформленные под винтажную старину. Ах да, еще землянам помогают мегороботы. Такие шагающие многоугольники с продвинутым искусственным интеллектом, который способен даже шутить. Все в норме? В моей колонии роботов нужны здоровые рабы. А еще говорить о чем угодно, но только не о деградации науки. Проходит 2 года. Станция уже возле Сатурна. Люди очнулись от спячки. И только Мёрф по-прежнему дуется на папашу. Хуже Купера только несчастному негру, который после 2 лет пребывания в космосе наконец-то понял, что людей от не пустой пустоты отделяет лишь несколько миллиметров обшивки. Походу, баклажан и правда ученые. Не обманули чертяки. Быстро сообразил. Но вот герои уже около кротовой норы. Ну и пока Гуталина рассказывает про принципы работы червоточины, Купер слушает его, раскрыв рот. Что тут такого? Да, в принципе, ничего. Просто данный диалог, как, впрочем, и множество других таких же, явно прописанный специально под зрителя. Настоящие сотрудники НАСА, смотревшие этот фильм, не раз отмечали, что в своей среде они на подобном языке не разговаривают. Но это примерно как если бы в разгар чемпионата мира автомобилист-механик рассказывал водителю про устройство двигателя внутреннего сгорания. Дальше наши храбрецы ныряют в кротовую нору. Управление здесь не работает. Мы в гиперпространстве. Оно за пределами наших 3 измерений. Это тогда каким же образом спасители человечества попадают куда им надо, а не туда, куда кривая загогулина иного пространства-времени заведет? Непонятно. Как бы то ни было, рулить пока нельзя, поэтому каждый развлекается как может. Например, дочка главного ученого, доктор Брент, не придумывает ничего лучшего, чем запихнуть руку в некое пространственное искривление. Действительно, а чего тут такого? Риск ведь это благородное дело, особенно когда от тебя зависит судьба всего человечества. Но вот герои уже на той стороне. Причем непостижимым образом именно там, куда им и было нужно попасть. Впрочем, сразу возникает небольшая проблемка. В этой системе аж целых 3 потенциально пригодных для жизни мира. Однако данных, присланных местной тройкой мегагероев, недостаточно для того, чтобы выбрать планету наверняка. Миллер продолжала посылать сигналы, как и доктор Манн, а Эдмундс замолчал 3 года назад. А поскольку астронавты еще и лелеют планы возвращения на Землю, им приходится гадать, куда лететь дальше. На кругосветный вояж по системе попросту нет топлива. Планета Миллер ближе всего. Но и тут косяк. Планета находится очень близко к черной дыре, и поэтому 1 час, проведенный на ней, равняется аж 7 годам на Земле. Альтернатива – забить и лететь к следующему миру, потратив на это несколько месяцев. Купер, естественно, за второй вариант. Она не сработает.
если люди на Земле вымрут, пока мы его выполняем. Однако некий гениальный ученый заявляет, что Купер идиот. Нужно мыслить глобальнее, Купер. Да и вообще, планета супер. Там есть вода, органическая жизнь. Откуда он это узнал? Ну, от Миллер. Она, само собой, за 10 минут, не забываем разницу во времени, сумела этот мир слоупуков досконально изучить, и поэтому ее данные забарывают многолетние отчеты остальных мегагероев. Почему? Да потому. Мы ученые, а ты лох. Купер хочет было дать ему пороже, но таки перебарывает себя, рожая хитрый план. Выйдем на большую орбиту вокруг Гаргантюа, параллельно с планетой Миллер. Спустимся на рейнджере, заберем Миллер, возьмем ее образцы, вернемся, проанализируем, сэкономим кучу времени. Ну да, почти так. Так, мы команда, беспокоиться нет оснований. Мы прилетаем, выходим, уделываем всех к чертовой матери. Мы пойдем и всех положим. Точно. И, казалось бы, все равно спускать годы в унитаз. Так попробуйте сначала изучить планету извне, не попадая под временной сдвиг. Ну, задержитесь на пару месяцев, зато не потратите ни капли топлива и накопите терабайты жизненно важной информации. Может быть, даже на поверхность спускаться не придется. Но нет, это ведь не драйвово и не кайфово, а еще нас подростки с расстройством внимания смотрят. Поэтому запрыгиваем в челнок и, не глядя, прям в неведомое. Купер мастерски сажает корабль на планету. Ну да, прямо в воду и не замеряя глубину. Будто знает, что здесь по колено, а не, скажем, метров 100. Скилл вангования его коллег ничуть не слабже. Те даже не делают вид, что пытаются прощупывать путь под водой и вальяжно расхаживают по округе. Ее передатчик. Тут внезапно на горизонте появляется гигантская волна. Это не скалы, это волны. И вроде бы люди, плавники и жабры еще не отрастили. По идее, подобное зрелище должно каленым железом выжечь из мозга любого ученого даже намек на то, что на этой планете можно поселиться. Но только не у доктора Брент, пытающийся спасти как бы уже и ненужные результаты исследований. Мы никуда не уйдем без ее данных. Острых ощущений захотелось? Правильно, придави себя обломками. Спаси ненужные данные и сдохни, так сказать, не зря. Впрочем, призмоидный дуболом оказывается трансформером и спасает овцу. Причем, обратите внимание, даже у робота хватает мозгов не терять времени зря и заныкаться в челнок. А вот бородач никуда не спешит. И не забывайте, друзья! Впервые мы узнали об этом от Чарли! Гениальный ученый, да, только аккорда Раэля в кустах не хватает для глубины момента. В довесок ко всему, двигатели залило, и возможности стартовать немедленно нет. Зато можно посмотреть на аттракцион с катанием челнока по гигантской волне, после которого шаттл на куски почему-то не расшибает. Почему? Дык, научная фантастика же, все как в жизни. Ну и пока сопла сохнут, герои самозабвенно орут друг на друга. И вы не поверите, но до доктора Брент все еще не дошла вся тупизна ее поступка. Я пыталась поступить правильно. Но ты знал про относительность. Ага, про относительность он знал, а вот про то, что в экипаже тупые бараны, наверное, даже и не догадывался. Короче, зачем рисковать, спасая данные о планете, которая не подходит для выполнения миссии, овца пояснить так и не в состоянии. Что там про обломки? Почему обломки не разнесло за столько лет, а? По времени этой планеты она приземлилась пару часов назад. Ну, знаете, если модуль и правда разломало мегацунами, то оно же должно было и растащить их на десятки километров. Где это видано? Волна размером с гору, а все нужные куски на расстоянии 10 шагов друг от друга. Это, интересно, сценарист их так в кучу сгреб? Ну, чтобы герои мгновенно нашли все, что им нужно. Тут снова появляется гигантская волна, но в этот раз Купер не ломается и продувает двигатели кислородом. Так может это сразу стоило сделать? Глядишь, и истерик по поводу убитого напрасно времени было бы меньше. Но ведь тогда же разговора по душам бы не получилось. Впрочем, проявим к нашим героям снисхождение. По большому счету, они тут ни при чем. Это гениальному режиссеру нужно было тянуть время как можно дольше. Зачем? Так для драматизма. Да-да, в нормальном времени пространстве прошло целых 23 года. Негр, надо сказать, в полном здравии. Никаких странностей и чудачеств за долгие десятилетия не приобрел. Ну, не считая маниакального упорства никуда не двигаться с места. Такому терпению и потомственный йог позавидует. Почему мы об этом говорим? Да вот поэтому. Космонавт провел на ней 1,5 года, один. Так что не удивляйтесь, если он поведет себя странно. А представляете, до чего можно дойти за 23 года? Что, Земля?
Да пока держится. Тесть Купера умер, сын завел семью, а вот что осталось неизменным, так это непонятная обида Мёрф на своего отца. И вроде бы она уже взрослая, ее давно посвятили в истинное положение дел. Чего там говорить, она является не абы-кем, а аж правой рукой главного мегаученого, юным гением и вообще дарованием. Но нет, Мёрф продолжает дуться. Но это как если бы во время Великой Отечественной папа ушел на войну, а 20-летняя дура-дочурка обижалась на него за то, что он отправился ее защищать. Тупая овца оттаивает только к 30. Сегодня мне столько же, сколько было тебе, когда ты уехал. Ты как-то сказал мне, что когда ты вернешься, мы можем быть одного возраста. Ну, конечно, одного. 10 лет туда, 10 лет сюда. Куперу явно за сороковник. Итак, герои решают, что делать дальше. Если они хотят вернуться на Землю, то топлива хватит на посещение только одного мира. Вопрос осложняет тот факт, что обнадеживающая информация поступала с обеих планет. Правда, одна из них далековато, источник сигнала заглох, да и вообще у Брент с тамошним мегагероем шуры-муры. Поэтому, как считает Купер, докторша может думать совсем не головой. Она влюблена в Вольфа Эдмундса. И как в итоге оказывается, он совершенно прав. Почти целых 5 минут Брент сыпет не фактами, аргументами и научными данными, а несет какой-то порожняк про новую физическую силу, по своей крутости заруливающую даже гравитацию. Да-да, силу любви. Девочки-зрительницы воют от восторга, а мы задаемся вопросом, при чем тут вообще научная фантастика? Короче, мужики закономерно решают забить болт на сопли Брент и направить корабль к планете доктора Манна, второго по крутости ученого этой сферичной вселенной. На Земле же умирающий Брент решает поведать Мёрф правду с большой буквы «П». Однако делает это да нельзя странно. Вместо того, чтобы сообщить, что плана А нет в природе и он всех кинул, в том числе Купера, свою дочь и еще толпу народа, он заявляет: ему не было никакой нужды возвращаться. Отлично! Если это месть Куперу, то за что? А если нет, то тогда зачем заставлять истеричку Мёрф ненавидеть отца еще сильнее? Тем временем наши первопроходцы уже в атмосфере новой планеты. Та же представляет собой натуральную ледяную пустыню. Атмосфера ядовита, от облаков отваливаются громадные куски льда. Как вообще тут можно жить, непонятно. Герои бросаются в лагерь Манна за разъяснениями, вскрывают капсулу криосна, а там... Джейсон. Джейсон. Ну и пока тут рассказывает, что большую часть этих долгих лет провел в анабиозе, мы задаемся вопросом, откуда у него такой огромный запас явно одноразовых пакетов для сна. Едва раскупоренный доктор Манн начинает делиться результатами исследований, как приходит послание от Мёрф. Мол, ваш папа Отбыл, доктор Брент, а вообще вы все уроды, оставили нас тут подыхать. В этом фильме что не ученый, то гениальный ум, да. Один промямлил все, кроме того, что было нужно. Другая тут же решила, что папаша ее не просто бросил, а бросил умирать. Доктор Брент в шоке. Я не понимаю, о чем она говорит. Зато в курсах оказывается доктор Манн. Типа добрый старичок давно успешно водил всех за нос. В переселение землян на другие планеты он никогда и не верил, потому что так и не решил мегаформулу по приручению гравитации. А решить ее невозможно, поскольку отсутствуют нужные данные, которые есть только в черной дыре. Нужно больше данных, нужно заглянуть внутрь черной дыры. Купер в ярости! Люди, оставшиеся на Земле, погибнут, потому что он в своем паскудном высокомерии решил, что у них нет будущего. В общем, Купер решает все бросить и лететь домой. Но негр таки убалтывает его заглянуть в черную дыру, оснастить зонд и все такое. А что мешало это сделать раньше? Еще лет 30 назад отправили бы пяток зондов на исследование именно черной дыры и, глядишь, уже имели бы все нужные данные. Но, видимо, простое спасение человечества в сценарий фильма не входит. Ну а пока же герои ищут место под будущее жилье и лабораторию. Манн вызывается помочь и ведет Купера, рассказывая про то, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Тут уже и дурак бы заподозрил неладное, но только не главный герой. Вы же... Оказывается, доктор Манн давно сбрендил на почве одиночества, да и вообще. Эти солдаты слабы духом и не привыкли к самопожертвованию. Мы же вспоминаем нашего железобетонного негра и в очередной раз поражаемся его выдержке.
Итак, результаты исследований подделаны. Планета для жизни непригодна. Нет, ну кто бы мог подумать-то, а? Снег, лавовые нагромождения и отсутствие воздуха выглядели так многообещающе. Практически берег Средиземного моря. Ну и пока Купер задыхается, на Земле происходят не менее драматичные события. Мёрф приезжает проведать своего брата-кукурузника, где случайно прихваченный ее добрый доктор Айболит обнаруживает неладное. Вы должны уехать. Немедленно. Как надо поступить с человеком, который хочет спасти жизнь твоей семьи? Правильно, дать ему по роже. Ну и прослушав очередную истерику Мёрф, Отец просто бросил нас! возвращаемся к Куперу, который, невзирая на разбитый шлем и недостаток воздуха, умудряется найти передатчик, зашвырнутый манном хрен знает куда. Само собой, совершенно случайно. И вы не поверите, но за то время, пока Брент на всех парах несется Купера спасать, слабохарактерный фрик и к тому же взрывник-самоучка пешим ходом успевает вернуться в лагерь, сесть в шаттл и улететь в космос. К той же минуте, как наши герои бросаются его догонять, он уже на полпути к станции. Не пытайтесь пристыковаться, повторяю, не пытайтесь пристыковаться, пожалуйста. Сейчас, как и положено местным гениальным ученым, Ман до последнего будет вести себя как натуральный дебил, не думая не только о своей жизни, но и о человечестве, спасителем которого он себя так самозванно назначил. Дело не в моей жизни. Речь о судьбе человечества. Итог немного предсказуем. Ман высасывает в космос, а станция взрывается, сходит с орбиты и раскручивается как юла. Впрочем, это не мешает Куперу пристыковаться и спасти капсулы с человечеством. Это невозможно. Нет, это необходимо. Анакин и Люк Скайуокеры нервно рыдают в сторонке. Система стабильна, они все целы. Из неприятностей топлива в сторону Земли уже не хватает, но до третьей планеты корабль может и дотянет, если получится маневр вокруг черной дыры. Разумеется, он получается, ведь Люк и Энакин до сих пор рыдают. В итоге Брент улетает на станции, а челноки с Купером и Киберпризмоидом затягивает черная дыра. Внутри же творится совсем уж какая-то хрень. Некие осколки в мясо рвут модуль. Однако Купера эти острые ощущения как-то не слишком вставляют, поэтому он катапультируется и попадает в какую-то фигню, символизирующую пятое измерение. Ага, в дело снова вступают пресловутые они, специально для Купера создавшие своеобразную альтернативную реальность. Что та собой представляет? Да некие кубы, стенки которых одновременно являются книжными шкафами в комнате Мёрф в разные периоды ее жизни. Я это даже комментировать не буду. Стенки кубов односторонне прозрачные. Более того, Купер способен взаимодействовать с предметами на шкафу. Как? Так это с помощью гравитации. Больше от авторов фильма никаких объяснений не будет. Итак, Купер видит свое прошлое и пытается его изменить. Стой! Да только своими действиями он лишь провоцирует те события, которые в итоге его сюда и приведут. Но это как если бы в ящике Пандоры сидел чувак, орал благим матом «Не открывайте, блин, иначе трындец», а его крики как раз и вызывали бы у любопытных желание ящик открыть. Да-да, именно Купер и был тем самым призраком. И нет, чтобы догадаться, ничего не делать. Ну там игрушки не ломать, неприличные слова книжками не писать, координаты Москвы лопаткой для куличиков не насыпать. Тогда, может быть, и не пришлось бы Куперу прошлого никуда лететь. Но нет, заразимся вирусом безумия, от которого страдает все местное ученое сообщество, и будем упорно воспроизводить события давно минувших дней. Мёрф же тем временем спасает семью своего братца, поджигая дело всей его жизни и потенциально обрекая энное количество человек на голодную смерть. Затем Мёрф решает попрощаться со своей комнатой. И тут до истерички внезапно доходит мысля, что папаша ее ничуть не бросал. Именно он и является ее призраком. И в этом не может быть ну просто никаких сомнений. Как она это поняла? Ну, помните про мегасилу любви? Оказывается, это вовсе не плод либидо страданий Брент, а таки реальная физическая величина. Ну, посмотри в миллиардный раз на книжную полку и достигни просветления. Как? Да через любовь. Почему именно сегодня, а не вчера? Да потому что любовь. Да и вообще, не задавайте тупые вопросы, мы тут научную фантастику снимаем. Ну а в 3/9 сингулярности 30-м измерении с Купером связывается робот. Тот времени зря не терял. Понабрал разных данных о черной дыре, пофоткался там рядом с местными достопримечательностями и готов этим всем поделиться. Купер начинает усиленно думать. Мы сами себя привели. Они вообще нас не приводили.
Ну разумеется, и дыру построили не они, и кубик-рубик пространства свернули не они, и так, чтобы даже такой чайник, как ты, сумел в этой конструкции разобраться, тоже сделали не они. Поэтому они не могут поймать конкретный момент во времени и не могут общаться. Ну разумеется не могут. Секунда, блин, в секунду построили тебе сей мега-девайс, кротовые норы скрутили с точностью часовщика, вывели их к нужным планетам, но ничего не могут. Прям инвалиды умственного труда. Далее Купер толкает про силу любви, ищет идеальный предмет для передачи информации и находит его. Мы закодируем сообщение в движении секундной стрелки. Что наш Купер делает дальше? Допросит робота перевести накопленную информацию о черной дыре из двоичного кода в азбуку Морзе. Знаете, как выглядит мое приветствие в двоичном коде? А знаете, что получится, если потом перевести его в морзянку? У робота же наверняка терабайты. Нет, не так. Терабайты информации. Это же сколько ж... Хотя о чем это я? У Нолана, видимо, своя особая морзянка, зазипованная. Купер принимается программировать часы гравитации. Интересно, как это вообще возможно? Не сложнее, чем ржавым гвоздем на лазерный диск 9-ю симфонию Бетховена записать. Ну хорошо, если это каким-то образом и возможно, то тогда как Купер догадался, как это сделать? Типа, если я найду пару банок из-под краски, кусок урана и моток медной проволоки, то тоже на коленке соберу ядерную бомбу, что ли? Ладно. Короче, Купер программирует часы, тупо трынкая по стрелкам. Интересно, сколько нужно потратить на передачу даже зазипованного мегабайта информации? Это у мёртв времени завались, а у тебя же вроде воздух кончается. Что, уже нет? Сработало? Мне кажется, да. На земле же Мёрф бросается на шею братцу. Тут ее не душат, наверное, только из жалости. Ну, пару часов назад она орала. Отец просто бросил нас! Затем подожгла поля, а теперь вот вопит. Папа спасет нас. Я бы тоже решил, что она свихнулась, причем давно и серьезно. Тем не менее, в смирительную рубашку ее почему-то не заворачивают. И вот и мегаформула уже решена. Купер же тем временем догадывается до самого главного. Это не существа. Это мы. Именно так. Человеков прошлого, оказывается, спасают человеки будущего. Ну, те самые сферично-идиотичные человеки будущего, которые не могут существовать в принципе. Почему? Да потому что их некому было рожать. И как только Нолана не пытаются отмазать. Задвигают и про несколько линий будущего, и про принцип согласованности Новикова, и про хрен знает что еще, не понимая главного. Никаких временных петель и линий не может существовать, если отсутствует начальная точка, из которой эти линии будут исходить. Не может спасти себя человек будущего, который в прошлом прострелил себе башку. Не может спасти себя курица будущего, из которой в прошлом сварили бульон. Не может спасти себя человечество будущего, которое вымерло в прошлом. Его нет. Задохнулось. Те, кто не умрут от голода, в конце концов задохнутся. Нет никаких линий, нет никаких петель, нет никаких сферичных червоточин. Им просто неоткуда взяться. Так скажете, может, человечество и не вымерло? Ну, допустим. Тогда куда делся ваш хваленый принцип согласованности? Что, его уже нет? Тогда поясните, зачем людям менять свое прошлое, если в результате поменяется будущее. Мама Сережи не встретится с папой Сережи, и вместо него родятся Акаки и Доздроперма. Эффект бабочки, помните? Из-за бабочки такой кошмар. В общем, даже комедийный фильм «Назад в будущее» в минуса заруливает эту вашу лучшую научную фантастику. Купера же выкидывает из кубического пространства, и он готовится умирать. И тут внезапно мимо него пролетает их гоп-компания прошлого. Более того, оказывается, что именно Купер тогда руку Брент и пожал. Рукопожатие. Так отчего же не схватиться покрепче и не попытаться в корабль заползти? Рассказать все как есть, сэкономить лет 20, возможно даже терабайты информации о черной дыре сохранились. Но будет умер в 2 папаши, так это ведь круто. Думала, папа ее бросил, а тут хлопысь и сразу 2. Но нет, так неинтересно, да и вообще драмы не получится. Впрочем,
Впрочем, ее и так не получается, ибо дальше я целых минут 5 не мог отодрать руку от лица. Купер выживает. Те самые сферичные люди будущего, которые якобы не могут определять точное время по Москве, выкидывают его из норы точнёхонько в тот самый момент, когда рядом пролетает шаттл с одной из железобетонных станций спасенного человечества. Очень, кстати, смахивающих на цитадель из Mass Effect. Внутри же лепота и благодать. Чистый воздух, яркая зелень, довольные и сытые лица, хай-тек цивилизация. Интересно, а для этого обязательно было в космос лететь? На Земле каких-нибудь герметичных куполов нельзя было построить? С тем же результатом? Нет? Ну, Нолану виднее. Приятно, что ее назвали в честь меня. Ну да, вот ведь лох, какой-то пионер-придурок из прошлого, храбро нырнувший в неведомое. Как он мог вообще подумать, что в честь него могут что-либо назвать? Она еще жива? А вот Джифли сын, любящий папаша, даже не поинтересовался. Под занавес Купер встречается с престарелой Мюрф, окруженной целым роем любимых потомков, которым, естественно, абсолютно насрать на своего внезапно объявившегося родственника. Действительно, это ведь не важный прапрадед приперся, а какой-то грязный и вонючий утырок. Пустое место. Очень, достоверно. А ты иди. Куда? Да к докторше Брент, само собой. Та до сих пор в одиночестве прозябает в другой галактике. Непонятно как приземлила свой пепелац, разводит человеков, огурцы и петрушку и, разумеется, очень Купера ждет. Уже лет 50. Сразу возникает вопрос, а почему ее никто не посещал? Да и вообще, посмотрите на эту пустыню. Это что ли новая колыбель человечества? Что инкубированные человеки собираются сожрать? Вы действительно думаете, что помидорок укропчика с огорода хватит? А материнское молоко Брент тоже на грядках выращивает? И вы вообще уверены, что земные культуры тут приживутся? Ну и конечно, по мнению Нолана, озеленить эту пустошь гораздо проще, чем матушку землю. Короче, хватит с меня этой туфты. Фильм называют «Жемчужиной научной фантастики». Мол, все тут супер-гига-мега продуманно, хардкорно-научно, да и вообще. We are your best, last and only line of defense. Однако, если бы не заранее известное имя режиссера, то создалось бы впечатление, что «Интерстеллар» снимал некто вроде Куарона. Чему эта картина, так сказать, учит? Что, вне зависимости от того, как глубоко бы ты себя в дерьмо не затолкал, все равно прилетит высшая сила на голубом вертолете и тебя спасет. После нас хоть потоп, и хорошо, гать сколько хочешь. Что бороться надо не с причиной, а с следствием. Культивировать устаревшее и запрещать прогрессивное. Вместо того, чтобы тушить пожар, натащи бревен побольше, авось все не сгорит. Что вместо того, чтобы полагаться на факты, научные данные и часы кропотливых исследований, надо просто поверить в некую силу любви. Потому что наука может ошибаться, а вот любовь никогда. И миллионы разводов, несчастных браков, разбитых сердец, оставленных детей и забытых родителей, видимо, яркое тому подтверждение. Количество лютого бреда на квадратный сантиметр пленки просто зашкаливает. Мало того, что мы уже показали. Ну, вот вам еще. В самом начале нам говорят, что кукуруза вот-вот вымрет. Проходит 20 лет, а она все еще растет. С Земли герои улетают на многоступенчатой ракете, а другие планеты они легко покидают на гигапродвинутых шаттлах. Заявлено об отправке 12 мегагероев, но о том, сколько выходов существует из червоточины, предпочтено умолчать. Если один, а до других систем нужно добираться в обычном режиме, то тогда как быть с ограничением топлива, которого, как мы помним, всегда мало. А если выходов несколько, то почему не озвучены принципы попадания в ту или иную систему? И самое главное, почему пилот не в курсах этих тонкостей и пытается рулить при переходе? Почему бинарный код проходит через червоточину только раз в земной год? Кротовина Рождество празднует или День Святого Патрика? Супер продвинутые они могут все что угодно, кроме как передать в нормальной форме массив информации. Сотни, если не тысячи разнообразных телескопов устремлены в небо. Данные приходят даже с других галактик, так зачем же так мудрить? При этом нельзя сказать, что науки в Интерстелларе нет. Тут и черные дыры, и теория гравитации, и конфликт ОТО и КМ. Да только мы должны благодарить за это Кипа-Турна, а вовсе не братцев Ноланов. И очень жаль, что кроме одного хардкорного спеца, они не нашли еще с десяток других, разбирающихся в поднимаемых в фильме вопросах.
В итоге картина напоминает некоего дурачка, начитавшегося учебника физики и без запинки наговаривающего оттуда цитаты. Другими словами, никакого эталона научной фантастики здесь нет. Есть отдельные обломки теорий, которыми наспех заделана тягомотная дыра под названием сюжет, и штукатурка из якобы чувств и истерик. А я тебе кричал, Почему тащи ты свою меня не задницу оставил? сюда! Это все на сегодня. С вами был Красный Циник. Смотрите хорошие фильмы, но и о книгах не забывайте. Например, о хорошей научной фантастике. Не научной, а научной.